В чем особенности продажи товаров широкого потребления? Какие именно диджитал-каналы здесь подойдут? Об этом все мы сейчас и расскажем. Итак, чем отличаются товары массового потребления от любых других товаров? Во-первых, они стоят недорого, а во-вторых, у них очень много конкурентов. Из всего этого следует, что нужно создавать постоянный спрос на эти товары, и реклама, значит, должна быть ежедневной. Теперь перейдем к особенности выбора рекламных каналов. По сути, здесь не может быть ограничений, и теоретически можно использовать все рекламные каналы. Практически надо делать анализ компании и выбирать наиболее эффективные рекламные каналы. В данном случае эффективными будут называться те, которые помогают увеличить узнаваемость бренда. При продвижении товаров широкого потребления используются каналы, которые помогают повысить охват потребителей, а также постоянно напоминают о продукте. Напоминать о товаре может баннерная реклама в поисковых системах. Она выглядит ненавязчиво и ярко. Вот пример рекламы шоколада Коркунов. Таргетированная реклама привлекает ваших потенциальных клиентов. Она пробивает информационный пузырь пользователя и даже оказывается интересной и ненавязчивой. В социальных сетях часто можно наткнуться на рекламу таких товаров. Ее особенности. Она короткая, меньше 1 минуты, она яркая, часто ее можно смотреть без звука, и у нее есть субтитры. Можно вести SMM. Социальные сети товаров FMCG ведутся совсем не так, как обычно. Они больше рассказывают не о самом товаре, а о бренде. Что же они делают? Они придерживаются дизайна. Например, Instagram Сока Добрый выполнен в зеленых тонах, они часто используют зеленые яблоки, упаковку сока и свой логотип. Они рассказывают истории. Хорошая история – это эмоциональная привязка к бренду. Например, Макдональдс рассказывает, как хорошо на выходных выйти погулять и по дороге пить молочный коктейль. Они общаются с аудиторией. Часто люди сами могут предложить, например, добавить новый вкус. А ведь основное правило продвижения товаров FMCG – это расширение ассортимента. На увеличение охвата аудитории работает баннерная реклама. Благодаря хорошей картинке она выглядит привлекательно. Вот пример баннерной рекламы. Еще один из способов увеличить аудиторию – это работать с блогерами. Например, мороженое Корнетто привлек к рекламной кампании популярных блогеров. Главное не использовать рекламу слишком часто, в таком случае она начинает раздражать клиентов. Иногда при продвижении таких товаров также используют email-маркетинг. Письма напоминают клиентам о вашем продукте, если они уже у вас что-то приобрели. Иногда из писем можно узнать какие-то советы или интересные факты. Например, магазин «Перекресток» отсылает рецепты интересных блюд. Часто при продвижении товаров FMCG делают спецпроекты, которые помогают лучше узнать о бренде или самом продукте. Такой спецпроект был у домиков в деревне. Они сделали квест, пройдя который можно было узнать больше о производстве молока. И, конечно, товарам массового спроса нужен хороший сайт, красивый и качественный. Также обязательно на нем должен быть раздел для оптовых покупателей. Вот пример нашего клиента компании Greenray. Понятное меню, возможен поиск по нескольким критериям, по фирме, по продукции. Название Greenray переводится как «зеленый луч», поэтому основной цвет сайта – зеленый. Также позволяет вызвать интерес и доверие аудитории контент-маркетинг. Например, один из наших клиентов, компания Синтуки, активно использует этот канал и выставляет на своем сайте статьи и также интересные факты о себе. Вот скриншот с их сайта. Мы всегда рекомендуем планировать несколько рекламных кампаний и использовать несколько рекламных инструментов. Например, медийная реклама работает на охват, реклама в социальных сетях на лояльность пользователя, контекстная реклама на переходы на сайт. Каждый инструмент может удовлетворить потребности разных портретов целевой аудитории. Все они будут составлять единую маркетинговую стратегию, которую специально для вас могут разработать специалисты.